Это очередной проект по созданию стола со своей фишкой. На этот раз у нас получится забавная штуковина – стол с функцией игры в пятнашки. Приятного просмотра! Итак, столешницу мы решили сделать из клена. Полное его имя – клен ясенолистный. Довольно красивый материал, особенно если попадается каповый ствол. И такие стволы не редкость. А главное, что он произрастает в наших широтах. А это значит, что стоит недорого и с ним можно смело экспериментировать. Конкретно наши доски мы закинули в термосушку и получили вот такой приятный цвет и сухой материал, с которого снимаем кору. Кстати, если вдруг вы из Гродно и вам нужна термосушка, контакты проверенной термички оставлю в описании. Спустя час кора очищения можно прогонять заготовки через рейсмус. И да, делать это лучше именно в такой последовательности. Если совать доски в рейсмус вместе с корой, то лезвие очень быстро затупится, поскольку со временем в коре собирается много песка, который убивает лезвие. К слову, в моем рейсмусе 138 твердосплавных лезвий, и менять их совсем не хочется, поэтому предварительно мы удаляем кору. В итоге, спустя несколько десятков проходов, из 5-сантиметровой заготовки остались доски толщиной 2 см. Это и есть необходимая толщина для столешницы. К сожалению, другого более гуманного способа обработки мы так и не придумали. Столешница и, соответственно, столик будут квадратными. Предварительно раскладываем композицию, размечаем квадрат и при помощи пилы режем по отмеченным линиям. Следующим этапом при помощи щетки обрабатываем края, убирая остатки коры. А тут мы решили немного поэкспериментировать, и естественный край заготовки я слегка подкрашиваю белой краской. Не плотно и так, чтобы краска ложилась легким градиентом. Почему-то я решил, что так должно выглядеть красиво. Скоро мы это и проверим. Как вы могли заметить, на канале регулярно появляются новые рубрики и направления. Так вот, на данный момент я активно изучаю инновационные технологии в строительстве. И это не случайно. Очень скоро я об этом расскажу. А на данный момент я смотрю ролик про город будущего на канале Goodwood. Полностью в городе безавтомобильная зона. Все автомобили остаются снаружи. И я вам скажу, что это действительно залипательно. Например, как не посмотреть ролик прямо из эпицентра Dubai Expo. Мы приехали сюда, чтобы посмотреть, как будет выглядеть будущее. Это действительно фантастика. Помимо крутой картинки, Александр Дубовенко доступно и интересно об этом рассказывает. Нам удалось проникнуть в эту приватную зону, чтобы посмотреть, как тут живут люди, которые являются резидентами. Также на канале Goodwood можно посмотреть, как строят дома в Японии, взглянуть на инопланетные домики в Нидерландах и оценить испытания на огнеупорность разных материалов. Начинаем эксперимент. Металлическая балка. Поехали! Помимо интересных испытаний, тут просто бесконечно много полезной информации о строительстве и материалах. У него большепролетные конструкции, вот эта вот самая большая балка 13 метров, есть балка там 10 метров. Самый высокий дом из дерева в мире. Поэтому это здание уже чуть больше Goodwood Plaza. Левитирующий дом в стиле минимализм. Самые нереальные дома из кирпича. Все это я нашел тут. Смотрим. Если вам интересна тема строительства, то вам явно сюда. Смело рекомендую, так как сам пересмотрел практически все ролики от Goodwood. Пока краска сохнет, можно заниматься опалубкой. По доброй традиции мы делаем ее из мусора. В нашем случае из обрезков ламинированного ДСП. Тут подойдет любой листовой пиломатериал. Главное хорошенько его проклеить скотчем, чем мы и заняты. Ну а затем силикон и, конечно же, в финале все пальцуем по кругу. Для тонкой заливки я использую состав под названием Art Eco. Отличный материал, смело его рекомендую. Компонент А плюс компонент Б, немного синего и зеленого красителя, и в итоге мы имеем бирюзовый цвет, который и планировали получить. Учитывая то, что торцы у нас подкрашены белым красителем, на контрасте должно смотреться хорошо. По регламенту производитель не рекомендует заливать этот состав более 1 см, а как вы помните, толщина наших досок 2 см. Исходя из этого, мы решили не испытывать судьбу, вернее смолу, и сделать заливку в 2 этапа. Второй этап точно такой же, как первый, о котором я уже рассказывал, но на следующий день. Это вы видите на экране. Ну и в финале проходимся корректором в спрее. Спустя 2 дня, когда все уже готово, в кадре появляюсь я и снимаю опалубку. Следующим этапом закидываем столешницу на ЧПУ и калибруем ее. В итоге у нас должен получиться стол, столешница которого будет работать как игра в пятнашки. Но для того, чтобы собрать картинку, сперва надо ее нарисовать. С этой задачей мы снова обращаемся к ЧПУ. По-быстрому взяли более-менее подходящую картинку, вот такую японскую архитектуру. И всего за каких-то 5 часов при помощи тоненькой фрезы мы получили вот такую гравировку.
Раз уже заготовка крепко зафиксирована на ЧПУ, было решено тут же ее расчленить на пазлы, таким вот образом, чтобы получилось 16 самостоятельных кусочков. Для того, чтобы подчеркнуть гравировку и проявить рисунок, сперва наносим прозрачный матовый лак, затем черную патину, после чего шлифуем столешницу. В итоге патина удаляется с верхнего лицевого слоя, а в углублениях гравировка остается, что нам и требовалось доказать. В финале после шлифовки фиксируем картинку все тем же матовым лаком. Пока он сохнет, можно заняться подстольем. Я уже давно хотел сделать многослойное панно и решил его использовать в качестве подстолья для этого проекта, тем самым убить двух зайцев сразу. Для этого на каждую сторону надо вырезать 6 отдельных элементов, которые в последующем соединятся между собой и дадут нам задуманный результат. Но учитывая то, что мы делаем подстолье, а не панно, то нам понадобится 24 элемента, чтобы получилось 4 полноценные картинки на каждую сторону. Станок отлично с этим справился, и можно двигаться дальше. Следующим этапом покраска. Для того, чтобы по максимуму подчеркнуть многослойность, мы решили покрасить каждый последующий слой чуть темнее предыдущего. В итоге получится что-то вроде градиента, и картинка станет намного объемнее. После того, как морилка высохла, можно собирать бутерброд. Делаем это при помощи суперклей геля. И так слой за слоем. Для того, чтобы собрать столешницу, мы напилили вот такие бруски. Сделали в них выборку, в которой должно лечь оргстекло. Его мы вырезали в размер, шлифанули и нижнюю сторону покрасили в белый цвет. Этот слой будет играть роль рассеивателя, поскольку мы планируем подсветить столешницу. Теперь осталось все это собрать и оценить результат. В процессе сборки мнения разошлись, и многие сказали, что такое подстолье не совсем подходит к столешнице. Поэтому особенно важно ваше мнение. Жду комменты по этому поводу. Спасибо за просмотр и добра от топора.